В этом фильме будет рассказано, как приучить собаку правильно воспринимать механические воздействия и как их использовать в дрессировке так, чтобы минимизировать возможный стресс для собаки. К механическим воздействиям собаку надо приучать постепенно, то есть соответственно возрасту и уровню обучения. Приучение к механическим воздействиям имеет два этапа. Но сначала разберемся, чем отличается поведение собаки, приученной к механике, от поведения собаки, которой к механике не приучали. Неприученная к механическим воздействиям собака очень часто при использовании механики ведет себя как дикое животное и демонстрирует оборонительную реакцию. Сейчас в роли механического воздействия используется хиллер. Приученная к механике собака психологически спокойнее реагирует на механические воздействия. Не паникует и подчиняется им, то есть ведет себя как домашнее животное. Причем чем быстрее и точнее собака подчиняется механике, и чем меньше стресса она при этом испытывает, тем лучше для дрессировки. Для простоты и удобства дальнейших объяснений, исключительно в рамках этого фильма, обозначим эти различия в поведении собак в ответ на механическое воздействие, как существование дикого типа поведения и домашнего типа поведения собаки. Разберем теперь немного более подробно дикую форму поведения. Неприятие и сопротивление механике со стороны собаки может принимать различные формы. В рамках дикой формы поведения можно выделить 5 вариантов. Первый вариант – это игнорирование воздействия. Собака просто их не замечает, либо потому что для нее они слишком слабые, либо потому что собака к ним уже привыкла. Второй вариант – это пассивно-оборонительная реакция. Собака пассивно замирает или двигается, но ведет себя заторможенно. Третий вариант – активно-оборонительная реакция в форме агрессии. Собака рычит, скалится, кусает поводок или даже пытается укусить человека. Четвертый вариант – активно-оборонительная реакция в форме бегства. Собака пытается вырваться, вылезти из ошейника и убежать. Пятый вариант – собака просит ее не мучить. Демонстрирует сигналы примирения, лижет руки, предлагает поиграть, то есть старается всячески отвлечь хозяина от дрессировки, предлагает просто пообщаться. Теперь поговорим о том, как с точки зрения процессов научения происходит приучение собаки к механическим воздействиям. В результате правильного обучения собака, у которой преобладает дикая форма поведения, должна превратиться в собаку, у которой преобладает домашняя форма поведения. Происходит это в два этапа. Сначала снижается чувствительность дикой формы поведения, и теперь в результате снижения чувствительности для запуска дикой формы поведения нужна очень сильная стимуляция. На втором этапе мы работаем с домашней формой поведения, повышаем ее чувствительность, и в результате для запуска домашней формы поведения нужна очень незначительная стимуляция. Очень важно понимать, что дикая форма поведения, она никуда не исчезает, просто снижается ее чувствительность. И в стрессовой ситуации собака может отреагировать дикой формой поведения, отбросив в сторону все свои культурные навыки. Теперь разберем подробно работу по приучению собаки к механическим воздействиям на первом и втором этапе. Первый этап. Для приучения собаки к механическим воздействиям нам понадобится и снижение чувствительности реакции к стимулу, и повышение чувствительности реакции к стимулу. Но направлены они будут на разные формы поведения. Процесс снижения чувствительности к стимулу используется для торможения дикого типа поведения, а процесс повышения чувствительности используется для развития и усиления домашнего типа поведения. Сейчас вы видите работу, направленную на снижение чувствительности реакции. Реакция, с которой мы сейчас работаем, это дикая форма поведения. Она нам не нужна, потому что будет мешать дрессировке собаки. Благодаря привыканию собаки к различным воздействиям,
происходит торможение дикой формы поведения. Второй этап. Джек. На этом этапе надо повысить чувствительность реакции на воздействие, сделать поведение более отзывчивым, более реактивным в ответ на стимул. Но поведение, о котором идет речь теперь, это домашняя форма поведения. Мы должны научить собаку правильно реагировать на механические воздействия, реагировать подчинением и пластичностью. И это становится возможным только после того, как мы затормозили проявление дикой формы поведения собаки. Дикая и домашняя формы поведения противоречат друг другу. Поэтому сначала у собаки тормозится дикая форма поведения, а потом развивается и усиливается домашняя форма поведения. И в результате, в ответ на механический стимул, собака вместо сопротивления реагирует подчинением. Под подчинением здесь надо понимать не пассивный зажим от страха, а выполнение нужного человеку действия. И очень часто человеку хочется, чтобы собака выполняла это действие быстро и активно. В этом фильме было рассказано о двух формах поведения собаки – дикой форме и домашней форме, и о двух этапах работы. Первый этап – торможение дикого поведения, и второй этап – развитие домашнего поведения. Для того, чтобы правильно пройти эти этапы, надо соблюдать три правила. Первое правило – синхронизация, второе правило – компенсация, и третье правило – короткие циклы. И вот об этом мы будем говорить в следующей серии о команде рядом. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте нравится.